Ну что, ребятки, вот и долгожданный ролик по поводу продолжения аниме «Черный клевер». Уже множество раз под роликами по Черному клеверу и не только, люди постоянно спрашивали, когда же выйдет второй сезон Черного клевера, есть ли новости по поводу возвращения аниме-адаптации ЧК, когда выйдет продолжение аниме и тому подобное. Я и сам являюсь фанатом данного тайтла, и поэтому так же как и вы, я с нетерпением ждал выхода второго сезона, либо же продолжения аниме «Черный клевер». А после выхода красочного фильма «Меч Короля Магов» от той же студии, что и сам ЧК, предвкушение того, каким же будет продолжение аниме, только возрастали. И вот совсем недавно в интернете начала вируситься информация насчет долгожданного выхода аниме-адаптации, после чего начался целый бум со сливом графика выхода новых серий Черного клевера. Так что мою манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. После того, как аниме «Черный клевер» приостановило свою сериализацию на 170-й серии, когда главный герой Аста и дьявол, скрытый в пятилистном гримуаре, наконец-то перестали враждовать, в манге на данный момент без 2 глав вышло почти 100 глав. И даже началась финальная арка в лице раскрытия истинного злодея Люциуса Загратиса. Данного количества глав уже достаточно для запуска аниме-сериала, а учитывая то, что студия Pierrot начала делить многосерийники на некие сезоны, как, например, аниме Блич, арка «Тысячелетняя кровавая война», продолжение которого выйдет в 2024 году. Это наводит нас на предположение, что продолжение аниме «Черный клевер» также может выходить некими сезонами объемом примерно от 12 до 20 серий каждый год. А то есть повествование поделится на определенные части. Дуга Королевства Пик, в которой действительно много чего нужно показать, от 3-дневной тренировки Асты и финальное сражение с Люцифера. Уже только эту дугу адаптации можно будет поделить на 2 части, как и тот самый Блич «Тысячелетняя кровавая война». После окончания сезона с дугой Королевства Пик с дальнейшим эпическим возвращением в клевер. И финальным сезоном станет сражение с истинным антагонистом тайтла задля предотвращения судного дня. Однако на данном этапе повествования манги осталось еще множество нераскрытых вопросов, и вполне вероятно, что сражение с Люциусом после возвращения Асты со стороны Хина не станет финальным сезоном, так как, судя по жирным намекам автора Черного клевера, очень вероятно появление еще нескольких сюжетных дуг, в которых главный герой заполучит возможность окончательно победить антагониста. И для того, чтобы лучше понимать, о чем я говорю, если вы не постоянные зрители этого канала, тогда вам стоит посмотреть 2 моих недавних ролика. В первом мы затронули в целом будущие моменты повествования лишь на все еще не раскрытых вопросах, а второй является ответвлением первого с более подробным разбором следующей дуги повествования. Так что, думаю, вы поняли ход моих мыслей по поводу нынешней политики выпусков аниме студии Pierrot. И тут мы сейчас более подробнее поговорим про тот самый бум в интернете со сливом даже списка выхода серий. Аниме «Черный клевер» выйдет в 2024 году, не подкрепляя эту информацию абсолютно ничем. Так что и разбирать подробно этот вброс нет смысла. Следующий пример же был сделан интереснее. Слив ключевых кадров аниме-адаптации. Тут нам якобы демонстрируют ключевые кадры из предстоящего аниме-сериала. Вот только первый же якобы ключевой кадр является просто фан-артом. Да, тут прикрепили вотермарку студии Pierrot, но вот убрать ту же вотермарку колориста Kufuro Art забыли. Кстати, в 271 главе на превью я использовал именно этот арт, так что это точно никакой не ключевой кадр. Последующие кадры хоть и были оригинальны и сделаны студией, так что те люди, которые смотрели фильм «Меч Короля Магов», наверняка уже все поняли. Но люди в комментариях к этому посту, по крайней мере их большинство, отлично скушали очередной вброс. Далее у нас слив анимированных кадров. Хоть показанная анимация была неплоха, но, к сожалению, это также было сделано одним из фан-колористов. Тут даже если посмотреть на конец анимации, который быстро скрывают, видно было автора фан-анимации. Теперь же самое мое любимое, слив графика выхода серии продолжения аниме «Черный клевер». И думаю, все уже заметили несостыковочку. Данный ролик выходит 21 октября, а в данном расписании выхода серии указано, что 71 серия выйдет 16-го, хоть и по их
их данным, точная дата еще уточняется. Однако еще не было даже официального анонса аниме, а такую фишку с расписанием можно сделать в любом браузере, просто нажав исследовать элемент страницы и написав в нужном месте любого сайта что угодно. Но все же большинство этих вбросов объединяет одно, то что они ссылаются на то, что продолжение аниме стартует в 2024 году. И был еще один пользователь в Твиттере, занимающийся публикациями об утечках аниме, и он также утверждает, что аниме Черный Клевер вернется в 24-м, говоря, что разработка эпизодов уже началась. И хоть в остальных постах поданная информация оказалась верной, например, с Бличом и Семья Шпиона, но я бы не доверял этой информации на 100%, поскольку по моим личным источникам пока все глухо. Я даже пообщался с одним из них, но тот также утверждал, что пока нет никакой информации. Уже не столь важно в контексте этого ролика. Однако все же не стоит расстраиваться, поскольку после выхода полнометражки по Черному Клеверу в своих роликах я говорил, что аниме-сериал может возобновить свою сериализацию через год после выхода фильма, как это было, например, сделано с Клинком, рассекающий демона. И как ни странно, мои источники говорили примерно то же самое, делая ставку на то, что полнометражный фильм Меч Короля Магов выпущен был как бы для разогрева аудитории перед выходом продолжения аниме после долгого перерыва. И опять-таки по слухам говорят, что анонс может состояться на лето 2024 года. Так что ожидаем подтверждения или опровержения наших надежд летом следующего года. Сам же ролик был сделан для того, чтобы развеять дезинформацию, которая началась в интернете, приправив это все моими мыслями о разделении предстоящих сезонов Черного Клевера и нынешней политикой работы студии Пьеро. Как только появится официальная информация, я сразу же сделаю об этом ролик, чтобы вы были осведомлены заранее. Так что подписывайтесь на канал, если по какой-то причине вы еще этого не сделали. narimanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.